Всем привет! Как я и обещал в прошлом видео по устройству блока питания, это видео будет посвящено расшифровке протокола общения блока питания с контрольной платой. Для того, чтобы записать это видео, мне понадобилось собрать имеющиеся у меня майнеры Inno T2T до рабочего состояния с двумя хэш-платами, так как третья неисправна. К выходам блока питания подключен двухканальный осциллограф для визуализации процессов, происходящих на шинах питания. Также для более точного измерения напряжения к одному из каналов подключен мультиметр. Его показания онлайн выведены на экран ноутбука в отдельном окошечке. Второго такого мультиметра у меня не оказалось, но есть электронная нагрузка, которая также довольно точно может измерять напряжение. Поэтому на другом канале подключена она как измеритель напряжения и также выведена в онлайне на экран ноутбука. Сам майнер полностью подключен к питанию, к сети Ethernet. Также к разъему передачи данных между блоком питания и контрольной платой подключен логический анализатор, для того, чтобы можно было читать и записать все данные, которые проходят по протоколу I2C во время работы. Хочу еще напомнить об очевидных правилах безопасности при работе с таким оборудованием, как эти блоки питания или майнеры. Обязательно заземлять корпус самого блока питания и майнера, так как схема этого блока питания устроена так, что на незаземленном корпусе блока питания может возникать половина напряжения сети, поэтому заземление обязательно, и все приборы, которые связаны гальванически с корпусом майнера или блока питания и подключаемые к ноутбуку, обязательно должны быть подключены через USB-изолятор. Перейдем к тому, что происходит на экране ноутбука. Здесь мы видим окно логического анализатора. Вот оно здесь. Здесь видно два канала, задействованные логического анализатора. Это сигнал синхронизации и сигнал данных по шине I2C. Окно по времени довольно широко сделано, поэтому на нем видно будет только пачки импульсов в виде полосочек. Правее в большом окне будет видно все данные, которые логический анализатор извлекает из этих пачек импульсов. Также здесь я разместил окошечко двухканального осциллографа и значения, измеряемые мультиметром, и значения, измеряемые электронной нагрузкой. Мультиметр измеряет напряжение по первому каналу, и ему соответствует верхняя желтая осциллограмма с осциллографа. Электронная нагрузка измеряет напряжение по второму каналу, и этому напряжению соответствует нижняя синяя осциллограмма. На все включаем майнер. Наслаждаемся шумом вентиляторов. Наблюдаем, что на шине I2C появились единички на обоих каналах. Это говорит о том, что шина заработала, и в данный момент нет никакого обмена данными. Видим первые пачки импульсов. Пошел обмен между контрольной платой и блоком питания. Контрольная плата является мастером на шине I2C, соответственно, она задает режим обмена, записи или чтения. Каждая строчка представляет собой одну операцию чтения либо записи. Здесь мы видим, собственно, то, ради чего я начал весь этот процесс. После появления вот этой последней строчки мы видим, что на осциллографе второй канал поднялся до 15 вольт.
Показания электронной нагрузки немного запаздывают по времени, но по осциллографу мы видим опять, что напряжение у нас упало после появления следующей строчки. Соответственно, понимаем, что эти строчки одна включает, другая выключает канал, к которому подключена электронная нагрузка, то есть второй канал. Записываем или копируем эти строчки, чтобы потом можно было их использовать для управления блоком питания. Думаю, здесь уже все поняли, что мы увидели две строчки команды включения и выключения первого канала. Вот пролетели команды включения всех трех каналов. Ну и далее мы видим, как идет дальнейшая работа контрольной платы с блоком питания. То есть она включает нагрузку, регулирует напряжение, контролирует работу блока питания. Я оставил запись на довольно приличное время, чтобы понаблюдать за дальнейшей работой. Ну и может кому-то пригодятся эти данные, которые отображаются логическим анализатором. В синхронной связке с двумя каналами измерения и показаниями осциллографа. Вот такой процесс реверс-инжиниринга помог мне выяснить протокол общения контрольной платы с блоком питания и научиться, соответственно, управлять этим блоком питания. Теперь поговорим о том, как реализовать это управление. Это можно сделать множеством способов. Любой из плат, который распаян какой-нибудь простенький микроконтроллер,
Хоть взять любые из плат практически Arduino. Единственное, надо учитывать, что напряжение 3,3 вольта. Скорость там невысокая. Всего лишь около 50 киловатт. Единственное, что я пробовал сам управлять на такой скорости, не получалось. Поэтому попробовал снизить скорость, но и успешно получалось управлять на скорости около 20 килобит. У меня под руками оказалась платка Raspberry Pi. Соответственно, я посмотрел на нее документацию, скачал официальную операционную систему. Это Raspberry Pi OS. Как там все это настраивается и запускается, можете посмотреть, кучу есть роликов и статей. Говорить об этом долго не буду. Смотрим в документации, как подключить проводочки к GPIO и к шине I2C. Смотрим, как настроить скорость шины I2C. Здесь надо поставить 20 тысяч. И можно использовать для формирования самих команд либо какую-то программу, написанную собственноручно на Python или на C. Но я использовал готовую консольную утилитку, вот эту I2C трансфер, в которой просто можно подставить байтики, нужные для отправки, и будет успешно все работать. Соответственно, вот я в блокнотике составил себе команды для включения и выключения каналов. Raspberry Pi у меня управляется через SSH. Запускаю с Windows от такой команды через PuTTY. Открывается консоль Raspberry Pi OS. И сюда подставляем команды на включение или выключение каналов. Нажимаем Enter, получаем включение или выключение канала блока питания. Сейчас тут показывает в результате ошибку, потому что ничего не подключено к самой малинке. Если было бы подключено, то ответа на эту команду не было бы. То есть пустой ответ — это значит успешное выполнение. На этом сегодня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, эта информация была для кого-то полезная, а может, просто интересная. Чтобы поддерживать мой интерес к созданию подобных видео, вы можете поставить лайк, написать какой-то комментарий, подписаться на мой канал. Как видите, мой канал еще в начальном зачаточном состоянии, но если будет какая-то обратная связь положительная, естественно, будет желание продолжать эту работу. Всем пока!